Ребята, всем привет! Рад вас всех снова видеть у себя на канале. Сегодня такой не совсем запланированный у меня выпуск, потому что обычно продукты здесь на Филиппинах я покупаю в местном супермаркете. В принципе, можно купить все. Все это, конечно, немножко дороже, чем если бы мы с вами пошли на рынок местный и искали продукты здесь. Но, во-первых, на рынке не все можно купить, во-вторых, привычка у меня есть закупаться в супермаркете. Но если основные продукты я могу купить в супермаркете, то здесь проблема в том, что небольшой выбор мяса. Но для себя я нашел здесь мясную лавочку, неплохую. Свежее мяско, свининка в частности, я решил закоптить в смокере. Цельный кусок свинины. В данном случае это окорок, и причем окорок на кости. Значит, что нам потребуется? Вот я одел перчаточки, у нас есть такой кусочек свининки, он на 1,5 килограмма. Нам нужно взять смесь специй. В данном случае я взял готовую смесь, очень неплохая, я уже пробовал с ней делать просто шашлычок, поджаривал на гриле. Здесь, значит, уже входит морская соль, чеснок, паприка, перец черный. Все это крупного такого помола, то, что нам сейчас нужно. А нам сейчас нужно обсыпать кусок свинины со всех сторон. Берем, обсыпаем плотно, вот так вот, не жалея специй. Наша вот эта смесь, она же раб. Раб — это смесь специй для копчения мяса в основном. Тут у нас сегодня, кстати, дождик идет. Я не знаю, слышно нет, но вот сейчас немножко моросит. В общем-то, подготовка у нас завершена. В таком виде мы оставляем свининку примерно на час-полтора. Я буду оставлять ее прям при комнатной температуре, ничего абсолютно страшного. И далее будем коптить нашу свининку здесь в смокере. Предварительно сейчас я примерно за час замочу щепу. Я ее замочу в воде, потому что я ее буду кидать на угли непосредственно, на угольные брикеты в топочной камере. Чтобы они сразу не вспыхнули и не сгорели, я их предварительно поэтому замочу немножечко в воде. Щепы много не надо, буквально пару вот таких вот жменей, грубо говоря, вполне достаточно, потому что процесс копчения идет всего лишь минут где-то 20, первые 20 минут. Дальше мясо будет просто томиться, запекаться, доводиться до готовности в камере, но это дальше я покажу. Так что все, сейчас оставляем мясо на где-то час-полтора и возвращаемся к смокеру. Так, ребят, прошел где-то час, так что сейчас я буду запускать смокер. Сюда я уже загрузил брикеты угольные, я уже как-то показывал, так-то они выглядят, угольные брикеты. Сейчас я, значит, разжигаю. Они разгораются, примерно полчаса времени понадобится, плюс-минус, чтобы прогреть смокер, чтобы была необходимая нам температура внутри смокера где-то 125, максимум 130 градусов, в общем 120-130 градусов. В этот раз я буду использовать термометр с двумя щупами, как правильно, не знаю. Вот такой вот электронный, марку я его не скажу, потому что их полно всяких разных, это не принципиально. Я его уже проверял. Довольно достоверные показания у него. Один щуп я уже расположил здесь в камере. Он будет снимать температуру рядом с мясом. Да, кстати, я установил сюда сразу емкость с водой. Это необходимо, чтобы была влажность в смокере высокая. Потому что здесь как конвекционная печь будет работать. Соответственно, здесь большое количество тепла будет проходить здесь и выходить в трубу. Будет проходить через камеру вместе с дымом и выходить здесь. И, соответственно, вместе с дымом и жаром будет вытягиваться влага из нашего мяса. Чтобы компенсировать потери этой влаги, я ставлю емкость с водой рядом с топкой. Любую емкость с водой. Все, один щуп у меня располагается здесь, он будет снимать температуру. И второй щуп, когда мы загрузим мясо, я вставлю, соответственно, мясо и буду снимать температуру. Чем удобно такие термометры, то что он еще и коннектится с мобильником, то есть установил приложение и можно прям задать температуру, допустим, которую я хочу получить внутри куска мяса. И все, приходит уведомление на телефон, когда температура достигается. Плюс в процессе можно и на второй щуп тоже задать определенные параметры, допустим, если температура в смокере опустится ниже, к примеру, 120 градусов, телефон опять же оповестит. Соответственно, я возвращаюсь к мангалу и подкидываю, в моем случае, угольных брикетов. Если вы готовите на дровах, соответственно, подкидываете дрова. И все, идете, занимаетесь своими делами. Все, второй термометр, который в мясе, он, соответственно, можно контролировать, сколько у нас там внутри мяса. В общем, довольно полезная штука, и сегодня, соответственно, буду ее применять на практике. Сейчас разжигаются угли, и все, и будем загружать мясо.
Ребят, ну смотрите, температура у нас сейчас больше 150 градусов внутри, но это абсолютно ничего страшного, потому что мы сейчас будем открывать эту крышку, открывать топку, чтобы закинуть щепу, и, соответственно, температура у нас в камере упадет. И потом мы ее заслонками выровняем до нужных нам 125, 120, 125, максимум 130 градусов. Все, сейчас кладем щепу, начинается процесс дымообразования. И закладываем, соответственно, мясо. Щепу загрузили, и сразу смотрите, какой пошел дым. Он должен быть слегка голубоватым. Сейчас он такой белый, сейчас ждем пару минут. Так, ну вот сейчас уже пошел дымок, который нам необходим. Собственно, загружаем мясо. Мясо я буду класть, вот видите, такой голубоватый он пошел, дымок. Мясо я буду класть толстой частью ближе к топке. Она толще, ей нужно больше времени, чтобы приготовиться. Примерно по центру камеры вставляем щуп примерно наполовину, то есть на полщупика. Вот так вот нормально. Все, закрываем крышку. Ребят, забыл сказать, нам нужно будет использовать моп-соус. Моп-соус для того, чтобы сбрызгивать наше мясо в процессе приготовления. Но сейчас идет копчение, сейчас нам ничего не нужно делать. Нам нужно только контролировать температуру, и потом, когда процесс копчения завершится, это где-то минут через 20, через полчаса, откроем крышку, посмотрим, и я думаю, что сбрызим моп-соусом. Моп-соус — это смесь 500 мл воды, 250 мл яблочного сока и по 30 мл яблочного уксуса и ворчестерширского соуса. Все это сбалтывается, соответственно, и вот этим пульверизатором разбрызгивается по мясу. Придаст некоторую ароматику мясу, и будем, соответственно, увлажнять. В смокере необходимо увлажнять мясо. Вот. Ну а пока что ждем, пока идет процесс копчения. Так, ребят, ну смотрите, прошло где-то 40 минут. Процесс копчения уже, конечно, завершен. По температуре у нас сейчас 125 градусов. Это в камере 125 градусов и 34 градуса на данный момент внутри мяса. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы открываем крышку и, как я говорил, сбрызнем моп-соусом. Все у нас брызгает, все готово. Вот так этого не сильно много, но тем не менее увлажняем мясо. Все, закрываем и запекаем дальше до нужной нам температуры внутри. Ну и периодически где-то раз минут 40 в час буду сбрызгивать еще, соответственно, моп-соусом. Смотрите, ребят, в чем нюанс использования электронного термометра. Потому что сейчас во встроенном термометре температура 140 практически градусов. А по факту сейчас температура 125 градусов в камере, ну и 43 сейчас в мясе. Видите, разница довольно существенная, и поэтому все-таки я бы рекомендовал использовать такой термометр электронный, более точнее будет. Так, ребят, возвращаемся к смокеру, потому что мне пришло уведомление, пропикал термометр. Температура внутри камеры у нас 127 градусов нормально, и внутри свинины у нас 63 градуса. В программе заложено, что это уже как бы готовность свинины. Но я бы не стал торопиться. Сейчас она, в принципе, уже готова, но, скажем так, это медиум готовность. Она будет сочная, вкусная, но, не знаю, если вы 100% уверены в качестве исходного материала, в нашем случае это свинина, то, в принципе, можно уже кушать. Но все микроорганизмы, которые теоретически могут быть в свинине, они погибнут при температуре 72 градуса внутри продукта. Поэтому я сейчас хочу достать курицу, положить ее сюда вот на фольгу, мы ее завернем, я сбрызну моп-соусом еще раз, и, собственно, вернув смокер, хочу довести до 72 градусов. Так что сейчас вытаскиваем нашу свининку, достаем щуп из нее. Вот так вот перекладываем. Горячая. Камеру закроем, чтобы у нас не уходило тепло. И я сюда еще добавил несколько брикетов, ну, чтобы нам поддержать температуру. Я думаю, что уйдет еще примерно час. Значит, смотрите, не знаю, как на камеру, но цвет уже очень красивый. В принципе, ну, хочется уже есть сейчас, но потерпим.
Вот так вот ее сбрызгиваем соусом, моп-соусом нашим. И заворачиваем в фольгу. Все, завернули фольгу. И, соответственно, отправляем... горяченькая. И, соответственно, отправляем назад в смокер. Все, мы сбрызнули моп-соусом, потому что, соответственно, в фольге мы уже не сможем ее сбрызнуть. Возвращаем назад в щуп. И все, и доводим ее до 72 градусов внутри, и тогда уже будем пробовать. Так, ребят, возвращаемся опять. Прошел еще примерно час, и у нас температура 72 внутри продукта, внутри свинины, 128-127 внутри камеры. Так что мы сейчас будем доставать, положу в гастроемкость и дам время немножко отдохнуть. Нашу свининку. Все. Так, ребят, прошло еще минут где-то 30. Пора уже разворачивать и пробовать. Ребят, не знаю, видно нет, но смотрите, как красота получилась. Сока здесь просто пол противня только сока. Смотрите. И она еще, ну, естественно, горячая очень сильно. Сейчас мы переложим на доску и разрежем. Отрежем. Тут розовое — это копчение у нас. Смотрите, сколько сока. Не знаю, как это на камеру показать. Вот, смотрите. Это просто сочнейшее мясо. Видите? Оно разделяется на волокна. Реально, ну, просто тает во рту, вот как, ну, в прямом смысле. Это вот не на камеру, не на видео. Реально офигенно получилось. Твердо могу сказать, что по такому рецепту я бы порекомендовал приготовить свинину. Вот, ребят, смотрите. Это вот как раз розовое. Вот видите? Это вот кольцо копчения. И внутри полностью готовое мясо. И сейчас я сделаю себе такой бутербродик. Хлебушек я уже поджарил на остатках углей. У меня здесь есть такой соус самодельный. Короче, это майонез, огурчики маринованные, немножко горчички. И такой вот получается соусец. Чесночок. Берем наше чудо мяско. Добавляем парочку. Вот, мелкий помидорчик, ладно, добавим 4 кружочечка помидорчика. Тут немножко соуса, я думаю. Я сейчас еще сырочек добавлю, чтобы, скажем так, связать наш сырочек. Вот так вот. И накрываем вторым кусочком. Все. И вот так вот разрежу для удобства. Прям на тарелке уж, извините, режу. Вот такой вот получается сэндвич. Просто пушка. Мясо офигенное. Ставьте лайки, подписывайтесь.
Мы с вами вместе сегодня приготовили это замечательное мясо, поэтому давайте оставаться вместе и дальше будем делать контент, скажем так, уже совместно. Большое спасибо за просмотр. Здорово, что вы пришли на мой канал, что посмотрели этот ролик, что мы вместе с вами сегодня приготовили, попробовали. Действительно получилось очень вкусно. И до новых встреч в новых роликах. Пока!